Это первое видео в серии о том, как научиться получать помощь Вселенной. Каждое видео будет включать описание практик. Если вы думаете, я слабый, смертный человек, от меня ничего не зависит, это я завишу от всех и всего, моя жизнь коротка и не имеет смысла, тогда, конечно, не стоит ждать от жизни чудес. Так вы сами отсекаете от себя возможность стать счастливым, удачливым, здоровым и жизнерадостным. Но можно изменить эту точку зрения на более продуктивную. Скажете, что ваша точка зрения определяется реальностью? А вы точно знаете, что представляет собой реальность, как устроена Вселенная и каковы ее законы? Знать этого вы не можете. Да и никакая точка зрения на мироустройство не может считаться окончательной и единственно верной. Бесконечную Вселенную никогда нельзя будет познать до конца. Но уже точно известно, что наша жизнь напрямую зависит от нашей точки зрения, от того, что мы думаем о себе и о мире. Факт, что все перемены начинаются изнутри, многократно подтвержден на практике. Я буду употреблять такие слова, как Бог, Дух, Творец, Создатель и тому подобные, но не в религиозном смысле. Создатель часто изображается какой-то внешней персоной, которой правит жизнью человека и которой он должен слепо поклоняться. Я под этим словом имею в виду единую творческую силу Вселенной. Создатель – это одновременно и Творец, и творческая сила, и само творение. Нет ничего, чтобы не было им, и человек в том числе. Божественность нужно искать в себе, а не где-то там на небесах. Откройте в себе божественность и обретете внутреннюю связь и единство со всем сущим, что есть божественным по сути. И так вы вступите в отношения с Создателем не на принципах господин-раб, а на принципах сотворчества. Основная жизненная задача любого человека – вспомнить, кто он есть на самом деле. Конечно, земная реальность этому сопротивляется, потому-то это и непростая задача. Пробудившихся очень мало, но постепенно их становится все больше. Каждый, если захочет, может вспомнить свои качества и возможности Творца, встать на путь преобразования себя, своей жизни и окружающего мира по законам любви и света. Сотворчество с разумной Вселенной открывает зеленую волну в вашей жизни. И вы больше не раб обстоятельств. Вы тот, кто открыл свою истинную суть и востребовал свое истинное могущество. Путь к себе истинному – это именно путь восхождения, а для этого нужна практика. Мировоззрение тоже нуждается в тренировке. Но обратитесь прежде всего к себе. Чувствуйте себя. Вы уже Творец, просто еще не знаете об этом. Задаете ли вы себе вопрос «Кто я?». Вам только кажется, что вы про себя все знаете. На вопрос «Кто вы?» вы назовете свое имя, фамилию, пол, профессию, место жительства, возраст и прочие принятые в социуме атрибуты. Но ни один из них не отражает вашу истинную суть. Это все лишь ваши временные маски и роли. Они меняются, но ваша истинная суть неизменна.
За годы жизни поменялись все атрибуты, даже тело состоит уже из совершенно других атомов, чем десятилетия назад. Но вы же по-прежнему знаете про себя, что это я, а не кто-то другой. Значит, что-то осталось неизменным, что-то фундаментальное, составляющее вашу суть. Может быть, это мысли, чувства, эмоции, намерения, желания, поступки. Но все это тоже меняется со временем. А «я» остается неизменным. Это наша опора, стержень. Мы не всегда чувствуем его в себе, но он существует. Вам может казаться, что ничего, кроме материального мира, не существует, но каждый из нас носит в себе мир другого измерения, и вы можете найти в себе его частицу. Любые слова останутся для вас пустым звуком, если вы просто примете или не примете их на веру, не прочувствовав на себе. Есть только один способ найти свое истинное «я» – это заглянуть внутрь себя, почувствовать, кто есть «я». Забудьте обо всех определениях, объяснениях, толкованиях, которые вы услышали от других. Проникнитесь только своим собственным внутренним знанием и чувством. Для этого примите любую удобную позу. Расслабьтесь, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя. Произнесите про себя «Я есть». Это код связи с вашей глубинной сутью. Эти слова мгновенно соединяют вас с ней. Говоря «Я есть», вы провозглашаете, что вы реально существуете здесь и сейчас. Вы чувствуете себя в настоящем моменте, то есть в вечности и бесконечности Вселенной. Уму это не понять. Когда вы это почувствуете, объяснения не понадобится. Произнесите «Я есть» про себя несколько раз. Почувствуйте, как отзывается на это ваше существо. Какая-то точка внутри вас резонирует с этими словами. Еще несколько раз произнесите «Я есть», сосредотачиваясь на этой точке, пока ощущение центра не станет явственным. Начните укореняться в этом центре, как будто пускаете в нем корни все глубже и глубже. Если при этом появилось чувство покоя и умиротворенности, значит, вы все делаете правильно. Выполняйте эту практику ежедневно, по несколько раз в день, 2, 3, 5 дней подряд или неделю. Не торопитесь. Но слишком стараться не нужно, это может заблокировать результаты. Лучше отнеситесь к упражнению как к эксперименту, от которого вы вообще ничего не ждете. Результат чаще приходит именно тогда, когда мы его не ждем. Не раньше, чем начнет получаться первое упражнение, переходите ко второму, о котором я расскажу в следующем видео этой серии.